Всем привет, ребят, вы на канале Маргулица, и мы продолжаем проходить Silent Hill Origin. Добрались мы до отеля, мотеля, кому как удобней. Поехали, давайте, заходим. Оценка. Это Трэвис, да, я так понимаю, молодой? Молодой и глючный. Дзынь. Так. Что тут у нас? Страницы вырваны. Осталась только одна запись. Палата 500. Имя господин Грейди. Другие обитатели. Сын. Причина визита. Бизнес. Удовольствие. Дата. Надеюсь, он сына набрал не для удовольствия. Так, он еще куда-то пялит. Погоди-ка. Карта отеля. Ну, как обычно, здоровенная локация. Я понял. Так, что-то еще можно взять, да, по-моему? Просто мусор. Давай сюда зайдем. Че, старый пропускай вентилятор на столе. Похоже, им не пользовались 1000 лет. Тихо, ну не поворачивайся. Вот здесь ничего полезного. Ключ. А у меня есть ключ от комнаты 306. Но она, видимо, далеко от нас расположена. Так, здесь есть вращательный календарь. Взглянуть на него. Я понял. Я понял, что ничего не понял. Так, ладно, с календарем после. Это мы в фойе выходим. Давай, наверное, мы зайдем в офис менеджера. Кстати, надо бы оружие поменять. Конечно, стволов у меня полно, но мы возьмем катану. Так, это офис? Да. Закрыто. Так, ну у нас получается только один выход. И он вот тут. Пока число, которое на календаре надо вносить, никакое, естественно, не говорили. Поэтому выбираемся. В принципе, до конца игры вроде как не очень-то далеко осталось. Буквально вот эта локация. И еще одна, по-моему, будет. Если я не ошибаюсь. Так. А куда выходить-то можно? Двери закрыты. Это вот еще эта дверь закрыта. Так, ну давай дальше просто по порядку пойдем. Уже закрыто. Ну, в принципе, очевидно, то, что тут замки висят. Это у нас получается вторая часть отеля. Ну, обойдем, конечно. Эти вот дела. Это типа внутреннего двора, да? Надо сначала вон там осмотреть. Кстати, подняться можно. Так, тут на второй этаж. Давай пока не будем торопиться, наверное, сначала здесь подергаем двери. Закрыто. Ну, тут, соответственно, тоже закрыто. В принципе, все, да? Так. У меня есть ключ от 306. Где она вообще? 307. А, вот, 306.
Я думал, в большой двор идти сначала. Сюда. Давай, наверное, попробуем так. С курса-то нет, я с курса сбился. Это где-то вот тут. Давай обойдем тут. Всяческое. Что тут у нас? Чемодан с туфлями. В чемодане что-то есть. Нет, ничего тут нет. Кронштейн. Ну, я так понимаю, кронштейном этим биться можно. Синим тут помечается конкретно эти. Так вот. Я не понимаю, как тут комната это расположена. Он никуда не смотрит, ничего его не интересует. Безучастный молодой человек. Угу, 302. Слушай, получается, да. Мы сейчас вот так вот себе потихонечку обойдем. Потом поднимемся на второй этаж. Возможно, там как-то можно будет спуститься. Поехали. Закрыто. Ну, тут большинство комнат, естественно, будет закрыто. Тоже. Ну, тут все опечатано. Бла-бла-бла. Так. Чемодан. Ну, ящиком тоже биться можно. Так, дальше. Здесь все закрыто. Слава богу. Меньше обходить. Так, еще одна комната. Кто-то есть. Кто здесь? Там кто-то большой. Опа, опа, опа. Получил по жопе. Дави. Все. Замочили. Давай посмотрим, что тут еще. Может быть, что-то полезное валяется. Нет. Там патроны. Патроны для винтовки. Хорошо. Дальше. Ничего такого. Окей, окей. Выбираемся. Двести 208. Когда обходишь все вот эти вот комнатушки, приблизительно понятно, как у тебя вообще в принципе тут все устроено, сама карта, как это все дело работает. Так, выходим, значит, мы на... Поднимаемся наверх. Тут все. Так, вот здесь мы поднимаемся. Потому что отсюда больше никуда не попасть, только наверх. По идее, сверху можно будет наверняка перебраться в какие-то другие комнаты. Угу. Давай вот мы, наверное, по порядку вот так пойдем. Из 10-й комнаты начнем. Замок слом. Вот тут все пусто. Это какая у нас 311, а была 310, 312. Что? Добили. Видимо, винтовка, да? Нет, патроны к дробовику. Ну, не зря зашел, как бы. Тем более столько патронов для огнестрела, они всегда пригодятся. У нас же там есть всякие волшебные боссы.
Враги, которые только с огнестрела валить. Тут больше ничего нету. Нету. Пойдем дальше. Ах, не успел? Ну что ж ты, старина. Да отвали ты от меня. Приставучий какой. Так, добиваем. По идее, скоро у меня катана это должна сломаться. Ага, по состоянию, ну, в принципе, еще более-менее. Ну, там я хилы видел. Давай сразу же их возьмем. Закрыто. Закрыто. Ну и там наверняка тоже закрыто. На, уходим обратно. Совершенно не деформируясь, бежим с другой стороны. Так, поехали. Вот еще есть. Так, он попал и попал хорошо у меня. Добивай. Ну, добивай ты его. Добивай. Все, катана сломалась. Пожалуйста, ему руками надаем. Так, надо оружие взять. Еще похилиться. Так, раз. Ну, давай второй на всякий. Так, припасы. Рукопашная, да, рукопашный что-нибудь. Ну, блин. Не понимаю до сих пор, зачем эти оружия дают. Дубинка. Кувалды до хрена. Свертка. Такая херня, короче, в основном. Ну, катана еще одна. Возьмем и почему бы нет. Неплохо она себя зарекомендовала, скажем так. 316. Кронштейн опять. Комната невесты и жениха. Торт у них растекся весь. Кто-то на свадебку, походу, не успел. Что-то можно тут еще взять? Что, вещи для свадьбы? Кажется, они здесь давно лежат. Ну да. Аж бумага пожелтеть успела. Ничего такого полезного. Ну, здесь тоже тишина. Это просто пустая комната. Окей. Туда топает. Туда рядом. Радио начинает шуметь. Тоже закрыто. Прям семимильными шагами ко мне бежит. Добить ты его не хочешь? Ну, смотри-ка, он сразу подох. Так, а где я, получается, нахожусь? Угу. Вот оно что. Да, мы сейчас, получается, выберемся стафом или какой-то. Хорошо, закрыто. Сейчас мы спускаемся, получается, с другой стороны двора. О, какой. Лячо. Чуть-чуть подальше. Угу. Куча комнат. Давай мы вот здесь дернем. Как раз эта здоровенная хрень подползет поближе. Мы ее потом обманем. Вот этот чувак, мне, конечно, тут не нравится. Он дорогу переграждает. Комната 306. Ну, блин, давай зайдем, народу там до хрена что-то бегает за мной. Ну,
Новый моб. Двухспинный. По-моему, так в описании написано. И что тут есть полезное? Вообще ничего. Зачем-то нам целый ключ давали от этой комнаты. Может, отсюда надо выйти? А, ну понятно. Тут зеркало. Зеркало для перемещения. Так. Давай мы сначала туда вот эти вот комнатушки все объюзаем. А потом уже будем перемещаться. Надеюсь, эти ребята не зареспаунятся тут. Тарам-там. О, это уже тут. Спокойно. Спокойно себя ведем. Аккуратненько так. Народу тут полно. Бегает. Серьезно? А плюются они четко. Прям в тебя. Между кроватей не пройти, хотя там какая-то, как будто как табличка, что ли. Вообще просто пустые комнатушки. Патроны к дробовику. Ну, по идее, нормально. Когда хотя бы в одной комнате хоть что-то находишь, уже, считай, не зря заходил. Так, до свидульки. Так, по карте. Ну, по идее... Давай, наверное, по прямой мы сбегаем. Вот где здоровенный этот хлопец тут был. Ну, тут все закрыто. Это понятно. Теперь открыто. Теперь тоже открыто. Подожди. Ага. Я понял, короче, где я нахожусь. Приблизительно. Нет, давай вернемся, чтобы не запутаться. Это самое начало, получается. Так, надо повернуться. Хотя лучше не стоит. Так. Где-то вот тут это. Решетка последняя. Так, тут все. Погнали теперь вниз и направо. Просто дохренища мобов. Конечно, со всеми биться тут смысла никакого. Так, я тут был. Так, мне, по идее, одна комната. Как только я выйду. Да, вот сразу же вот тут. Так, все. Чин-чин-чин. Вот туда, в угол. Там какие-то два прохода есть или что-то в этом роде. Вот здесь две комнаты. Закрыто. Закрыто. Так, смотрим по карте. Вон там еще проход, который ведет вот к этим 500 номерам. Ну давай попробуем его дернуть. Сейчас эта сволочь сюда оттуда уйдет. Закрыто с обратной стороны. Ясно, обратно меня не... Тихо, тихо, тихо. Ах, сильно покосал.
Так, я отсюда, получается, спустился. Ну все, короче говоря. Тут я все обошел. Придется лечиться. Печаль. Раз, два. Перелезаем в альтернативный мир. Так, проверяем. Пам-пам-пам. Тут все. Тут тоже все. Давай, погнали в 306-ю. Да что ж такое? Короче, эти все комнатушки у нас закрыты. Там просто идем 306, совершенно не получая урон. Опять привет. Ракурс сам камеры отличный. Отличнейший просто. Так что не видно. Моей любимой жене. Мне очень тебя не хватает. Наблюдать, как они забирают тебя, это словно кинжал в сердце. Это должно было случиться, но теперь я так одинок. По совету доктора я сказал Трэвису, что ты умерла. Возможно, это было бы лучше, если бы ты, Хелен, возможно, когда-то ты вернешься. Всегда твой Ричард. Это получается его батя Трэвиса. Ладно, я понял. Так. Где это я? Это даже не дверь? Нет, дверь все-таки. Вообще просто все поменялось. Так, рано мне еще сюда. Придется все обходить заново почти. Тупик. Причем ваш тупик. Здесь дверь. Ага. Теперь это больше не дверь. Ну давай по прямой вот сюда. Кто-то там шарохается. Угу. Вот этот чувачок. Давай мы вот так сделаем. Оп. Оп. Смотрим. Можно бы, конечно. Давай сюда бежим. По вот этим. Не, по-моему, его валить проще будет. Раз, два, три. Угу. Катана сломалась. Ладно. Давай бритву. Такое себе, конечно, с бритвой бегать. Сдохнешь, нет? Мог бы и ногой пнуть, кстати, быстрее был бы. Вообще пустая, да, комната? Это такое? Это веревка или что? Нет. Микстура. Давай-ка мы, наверное, похилимся вот ей как раз.
Неплохо так меня заюзали. Аж 2 микстуры пришлось сожрать. Одну взял, 2 съел. Такое себе. 308. Сломан. Тоже, да, я понял. Здесь я был, да? Так, у нас получается здесь все, кроме вот этого закутка. Пойдем в него. Примерно он находится вот тут. Ну, закрытый, слава богу. Так, ну все, по идее, мне нужно перебираться отсюда вот сюда, в эту часть. Там все зырить. Зырить, обходить. Как-то неудобно камера расположилась. Чуть дверь не пробежал, вот она. Пойдем. Так, тут, по-моему, кто-то большой, да, ходит? Я понял. Очень опасно. Очень опасно тут бегать. Прямо здесь. Ты. Угу. Нет, рано в этот двор. Ай-яй-яй. Блин, только подумал, надо, блин, дробаш взять, короче, и надавать ему по жопе. Он сейчас достанет меня. Охотничья винтовка, пистолет, дробовик. Да что ж, блин, самонаводящийся, что ли? А, их тут двое еще. Отлично вообще. Где-то второй. Но я его не вижу вообще. Ну, естественно, меня долбанули как следует. Давай последнюю микстурку трескаем. Так, что у нас не пройдено? Угу. Получается, где-то вот здесь проход. Раз. И что лежит? Что лежит? Дробаш. Хорошо. Хорошо. Так. Что там, ворота заварены вместе со стенкой. Я не могу пройти через них. Хорошо. Другой раз. Так, из этого... Угу. Ну, только вот туда и перебираемся. Это, ну, где комнаты 200 идут. Не сюда, а вот сюда. Здесь же, да, проход? Нет, опять я его пробежал. Стенки сливаются, непонятно, куда идти. Вот я не вижу. Быстрее. Раз, два. Быстрее. Добивать не надо. Стоять. Перезарядиться надо. Все, холодный? Да.
Так, мы получается. Угу. Так, давай с самого верха лучше пройдем. Даже не дверь. Быстрей. Готов. Течка. Давненько не было, кстати сказать. Кран не закрыл. Вода капает. Так, тут получается это решетка, да, какая-то? Ну, блин, другого ракурса мне не посмотреть, поэтому все печально. Но тоже не зря зашел. 2 патрона аптечки стоят, конечно. Так. Дальше поехали. Тут же дверь должна быть. Угу. Если. Перемещаемся тогда на эту сторону. Дальше плохо. Закрыто. Так, вот тут дверь, только ее плохо, очень видно. Тоже закрыто. Вот как? Как вот если у тебя вот этот косяк дверной, я не знаю, или что там металлический, металлическая опора прямо перед рожей, вот что ты тут увидишь? Что тут происходит? Непонятно же. Ну непонятно же. Поэтому начинаешь мудохаться с этими камерами. Так, тут у нас какая-то ширма или что-то такое. Куда-то смотрит. Копье. Окей. То есть кронштейн от копья визуально практически никак не отличается. Либо это трудности перевода, опять же. О, блин. Такое ощущение, что кто-то там нарисовался. Кто-то ходит? Так, тут можно пройти, но мы сейчас пока туда не идем. Угу. Ну, здесь получается в этом дворе, сейчас только в 303, и потом переходим мы... Да, переходим тупо вниз. Сейчас вот эту комнатуху я гляну. Где она тут? Я ее прошел. Вот. Все. Можно быть спокойным. Так, перемещаемся, давай. Следующий двор. Кто-то за мной ходит. Его слышно хорошо, но не видно. Это ракурсом камеры. Так, сориентироваться. Угу. Куда-то вниз. Примерно так. На, еще надо ниже. Уходит. Да, еще раз 2 я в него попал. Ну, 2 выстрела. 2 выстрела. И 3 на добивание. Серьезно, 4 патрона. Многовато. Чуваки забирают. Так, а я уже что, перешел теперь? Ладно. Нет, надо назад. Вот там какой-то закуток надо проверить. Вот это. Ворота заварены. Пойдем комнаты исследовать дальше. 500 и так далее. Это дверь? Нет, вот там дверь. Закрыта. Вот там дергает решеточки. Открыто. Что у нас тут?
Ну да. Так. В потемках непонятно вообще, как тут устроено. Еще одно зеркало. Оно обозначилось на карте? Да. Ну, скорее всего, вот здесь вот этот maintenance room закрыто. Сейчас мы зайдем, обойдем все комнаты. И потом доберемся в зеркало. И получается, мы вылезем в альтернативном мире, но только с другой стороны отеля. Как раз возле номера 500 и так далее. Зловещие какие-то звуки, а никто не нападает. 500 закрыт. Это же он? Ну да. Все захерачено проволокой. Так, ну все. С меня гладкие взятки, я тут все обошел. Взятки гладкие. Погнали. Погнали в зеркало, в альтернативную реальность. Это где-то тут. Без карты тут вообще просто как без рук. Но нет карты, ты не пройдешь. Ты не пройдешь. Поехали дальше. Угу. Здрасте, что за фоточки? Еще странные рисунки. Некоторые из них выцарапаны на стенах, другие кажутся нарисованными. Часы какие-то тикают. Верят, что существо ужасной ментальной энергии может превратиться в сосуд, который сможет возродить Самаэля Бога. Существо ужасной ментальной энергии превратиться в сосуд, это, скорее всего, имеется в виду Олеса. Ну, бля, буду. Который сможет возродить Самаэля Бога. Ну, то есть, об этом, блин, в первой и так далее частях говорится, которому поклоняется этот культ. Пришествие Самаэля принесет на землю настоящий рай. Что-то было добавлено. Говорят, что этот сосуд состоит из страдания и боли. Какой же бог и какой же рай может получиться из этого? Действительно. Слушай, а часы, которые так противно тикают, можно их взять или застрелить их? Ну, блин, так неохота патроны тратить. Было бы бесконечно. Успел взять задаток за эту комнату. Можно было бы тут бесконечно патронов. Неограниченный ресурс иметь. Было бы клево. Бегаешь себе и стреляешь во всех. Прям шутанчик. От третьего лица. Было бы забавно, правда. Так, доктор, где я? Я понял. Давай попробуем. Подожди. 504. Вот сюда. Ай-яй-яй. Поближе подойди сюда. Долбану-ка я ее, пожалуй. Ты подохнуть-то не хочешь? Одной проблемой меньше. Я думаю, это пригодится, его смерть. Его смерть была не напрасной. Но он и прилично, конечно, у меня патронов изъял. Это тут валяется? Нет? Нет. Так, это у нас ведет вот к этому коридорчику. Угу. А он был закрыт. Я помню, просто я не обходил туда. Давай зайдем. Все, я понял. Блин, ну там же может что-нибудь интересное лежать, правильно? Да, на этих чертей надо по два
Да вы серьезно? Блин, у меня столько патронов нет. Давай сбегаем, проверим просто. Попробую от него увернуться. До свидульки. Походу тут просто тупик, и вот вообще ничего полезного тут не лежит. Теперь открыто. Ну, как вариант, короткий путь мы открыли хотя бы. Пошел нахер. Просто будем помнить, то, что этот чувак тут тусуется. Если уж чего, то тогда будем биться с ним. Пока без надобности. Так. Проход. Давай, 502. Это какая? Я тут был. Сломан. И тут тоже, кстати, комната эта опечатана. Двери полностью заклеены лентой полиции, и замок поломан. Я не могу открыть его. Ну, это, видимо, пока. Лопата. Лопата! Нахрен нам нужна, только я не понимаю. Так, ну тут, в принципе-то все. Здесь я поднимаюсь, сверху я спускаюсь с этой лестницы. Здесь, в принципе, все пройдено. Но эти комнатушки я там был. Просто они не отмечены, они все закрыты. Что? Да. Пока перезаряжался, влепили урона. Какая-то у них генераторная или что-то такое. Блин. Я не совсем понимаю. Микстура. Ладно, снова сломалась одна из стиральных машин. Странный парень в Клеопатре кричал на меня. Хотел, чтобы я починил машину, но я не мог позволить себе покинуть вахту. После того покрасневший от гнева парень выбежал из комнаты, и он не возвращался, как сквозь землю провалился. Ты можешь посмотреть к машинке, когда у тебя будет минутка. Ну, я так понимаю, ты можешь посмотреть машинку, когда у тебя будет минутка, знак вопроса. Что-то застряло в ней, и она отключилась. Низкие обороты 60 стирка и потом очистка. Все, что ты найдешь внутри, можешь сдать в бюро находок. Спасибо, Эд. Хорошо, Эд. Патроны к спасителю. А самого спасителя нету. Тяжелые тиски, приклеены к лавочке. Это, наверное, тиски? Да, это какой-то квестовый предмет. Это ящик, наверное, да? Да, его можно понять. Коробка с инструментами. Ну, потом, когда биться будет нечего, и будь уверен, это тоже пригодится. Так, как тут вообще, в принципе-то все расположено? Storage. Куда-то сюда можно заходить. Погоди. Угу. Это какое-то служебное помещение. Давай сюда пока не будем заходить. Глянем, что там в этом сторидже. Это, я так понимаю, кладовка. Угу. Ну, все, тогда двигаем. Куда-то пялит. Елена, когда я смотрю в его глаза, я вижу тебя. Этого недостаточно. Я не смогу всегда быть рядом с ним. В этом мире очень больно без тебя. То, что забрало у тебя тело, оно поступило правильно. Так, что там? Мотель, 12. И рыба нарисована, кстати.
А месяц-то какой? Там же было число, по-моему, месяц и год. Ну хорошо, 12. Запомню. И все, в принципе. Тут больше никаких цифр, ничего такого. Ага, еще одно отверстие. Возможно, сейчас будет скример. Телевизор. Ничего полезного. Так, слушай, кто-то подглядывал, получается, потихонечку у нас, да? В номере 500 есть календарь. Идем дальше, посмотрим, что там есть. Подглядывать. Любитель подглядывать. Вообще ничего не видно. Ладно. Туалет, типа сортир. Мэ и Жо. Тоже ничего. Что такое? Что это такое? Так, еще. Как понимаю, мы зырим в те комнаты, которые нельзя было попасть. Никаких ни цифр, ничего. Красная ковтейка. Это тёлка хохочет. Что смешного? Или ржем вообще. Так, что это такое? Сломанная жердь. Ну, это оружие. И камера, кстати. Кто-то снимал. Кто-то любил снимать порнушку. Тихо. Так, фотки теперь красные. О, мясник. Здорово. Стоит, просто тупит. Ключ от офиса менеджера. Причина смерти – дробовик. Это фотография. Да. Мясника уже нету. Свалил откуда-то. Куда-то. Так, офис менеджера. Нам, судя по всему, туда. Сейчас, наверное, еще враги будут появляться, да? В некоторых местах. Так. Офис менеджер. Так лучше видно. Вот он где. Быстрая дорога. Как мы можем сюда попасть? Чик, чик. И вот сюда. Угу. Ладно, я понял. Побежали. Дверь где-то вот тут, да? Стараюсь ни на что не отвлекаться. Просто топим до конца. Там одного гаврика завалим. Здесь остальные не повставали. Ага. Где он? Ну, мы так его пробежим. Ничего страшного нет. Патроны целее будут. Там еще тоже народу полно, так что лучше проскочить их мимо. Да, проскочил. Да что ж такое-то? Ты будешь меня пропустить? Давай, наверное, добивать его не будем. Пусть валяется. Сэкономим один патрон целый. Так.
нам тудым. Причем налево. А, можно и так, в принципе, пройти. Да, по прямой. Попробуем мимо этой крокозябры пробежать. Вот так вот. Кстати, заодно можно и сохраниться. Ибо... Ну и что ты мне голову делаешь? Почему-то эмулятор не засчитал эти сохранения. Ладно. Давай еще раз подойдем. Ой, да иди ты уже. Блин. Офис-менеджер. Так, первое число мы надыбали для вот этих вот этой загадки. Число 12. Это день. День 12. А если мы просто его введем? Это поможет, интересно? Тоже рыба нарисована. Календарь. Monday, day и год. День был 12. Раз. Я так понимаю, это день рождения Трэвиса зашифрован, скорее всего. Ничего не открылось. Ладно, офис-менеджер. Он где-то тут? Нет. Он вот тут. Может быть, батя был его менеджером? Кто такой? А, чувак с двумя спинами. Я понял. А, бог есть. Меня позвала одна из уборщиц, сказав, что в палате 500 что-то не так. Дверь была открыта, а внутри, о боже, вонь убивала меня. Ребенок просто стоял там. Они сказали, что он пробыл там 10 часов и отключился со слезами на глазах. Это не должно было случиться. Теперь полиция заперла палату и возвращаюсь домой. То есть Трэвис, когда был мелкий, увидел то, что кого-то замочили, скорее всего, его мать, которая тоже была двинутая, лежала в дурке. У меня есть патроны для штурмовой винтовки. Хорошо, хорошо. Так, вот здесь у нас есть что-то, ничего полезного. Опять эти часики, как они противно тикают, а? Прям раздражающе. После всяких таких резких шумов и так далее. Они, по-моему, зловеще выглядят. Так, вот тут тоже рыба. Батя прям у него, я смотрю, был помешан на рыбалке. Карта. Привейт. Ну давай в привейт зайдем. Это же он? Нет, это вот во двор. Пошли во двор. По идее, да, придется все обойти, чтобы прям это открыто. И это у нас приведет дверь. Угу, центральный от этого дома. Сейчас мы вот здесь, ну, нам придется вот эти все локации оббегать, чтобы получить число. Ну, возможно, с перемещениями и так далее. Понятно, понятно. Ничего там такого загадочного нету. Только ребята вот эти вот напрягают. Вездесущие. Палочку-то возьми. Отвертка для колес. Да, подходи поближе. Я, может быть, забегаю, посмотрю, что там есть. Вдруг он что-нибудь вкусное закрывает с собой. Не, смотри-ка, вообще ничего. Просто моб, который там тусуется. Ну и ладно. Так. Давай начнем осматривать комнаты. Он прям зырит по сторонам постоянно. Непонятно, что он хочет.
Быстрей. Не успел я. Не успел я, и меня покоцали. У меня есть спаситель. Пистолет нашел другой. Патроны к спасителю. Это револьвер, кстати сказать. Револьвер и, скорее всего, какой-то типа батин, не батин, микстура. И патроны для штурмовой винтовки. Ну, для калаша нашего волшебного. Так, давай похилимся, что есть. Даже 2 микстуры. Ну ладно. Так, ствол нашли, но нет хозяина. Ящик. Вот, что с этими ящиками-то тоже делать? Но они же не практичные, тупо на раз. Долбануть кому-нибудь по башке, грохнуть и все. И то это, если тебе повезет. Это прям надо каждого этого моба оббегать. Со спины желательно их атаковать этими ящиками. Ну и подобной херней. Инструментами, так сказать. Тогда с этого какой-то профит будет. Сколько раз на меня вот эти прыгуны плюющиеся нападали. Бесполезняк. Сколько же вас? Да в каждой комнате попадли сидит. Ну-ка, так замочит? Да. Ну ладно. Нож я вижу. Бери нож. Журнальчик не хочешь почитать, полистать? Нет. Так. Мне вот патроны винтовки, штурмовая, служебные патроны, дробовику 5 штук осталось всего. Давай-ка мы, наверное, что-то я увлекся. Служебный пистолет. Перезарядим. Винтовка стала служебным пистолетом. Ну, чудеса творятся просто. Ладно. Огрехи кривого порта. Это винтовка, винтовка. Ну, все равно не зря дошел. Слушай, а там не аптечка висит? Прямо на стенке. Нет. Не аптечка. Да-да. Прям музыка умиротворяющая. Прям как будто я не среди монстров бегаю. Закрыто. Ну, там что-то шипит. Значит, кто-то рядом есть. Кто? Понятно. Покойник. Это палочку дали, но... Какая благодать просто. Что я с этой палкой-то делать буду? Ага. Монстр что? Монстр, кто-то заколол его ножом. Но, судя по всему, судя по кровавому следу, мне наверняка туда, но давай-ка сначала вот эту комнатушку дернем. Угу. Чем? Ну, пойдем. Я так понимаю, что мы идем за мясником. Прям по его следам. Таким здоровенным ножом только мясник пользуется. И хрюшек режет. Круто. Это у нас прототип пирамидоголового.
Все, он меня заметил. А половина маски на Дарта Вейдера похожа. Так, погоди-ка, не торопитесь. Винтовочку возьмем. Перезаряжаем. Одеваем. Быстренько. Нормально. Обошлось малой кровью, скажем так. Я его завалил. Теперь у меня мега топор. Надеюсь, он не сломается. Бери топор. Я хочу его взять, эй. Камон. Вы что, охерели? Ну он же клевый. Зато вот какой-то пососный нож мясника, пожалуйста, бери. Ай, ребята. Сделай почему-то дробовик. Ну возьми ты нож. Не, ну это, блин, я разочарован. Что за хрень? Взял бы наш этот, он бы по-любому не сломался бы никогда. Это типа как у Пирамид Хеда, забрать его здоровенный топор и дать ему по щам, а потом всем остальным раздавать по щам. Так, ну все, по идее. С кухни мы выходим. Вот сюда. Тут, по идее, должно быть сохранение. Че? Пустые бутылки, покрытые пылью. А патроны? А еще что-нибудь вкусное? Дадите. Какой-то баришник местный, только очень маленький. Подожди. Сейчас мы все исследуем. Сохранимся. Будет счастье. Так, моей отсутствующей жене. Я знаю, что бы я не чувствовал, тебе еще хуже. Черт побери, это так тяжело. Это все равно, что ты мертва, но это не так. Любимая Хелен ушла, но твое тело все еще здесь. Я уже 2 года сплю один. Я стал таким ранимым, таким слабым. Я не отец Трэвису. Иногда я даже не могу смотреть на него. Что же может вернуть тебя назад? Всегда твой Ричард. Действительно. Не помню ни одной песни из этого автомата. Что же может ее вернуть? Ну, неужели батя догадался ритуал забацать? Не исключено вообще. Как-то же Трэвис должен быть причастен к этой всей фигне, которая творится вокруг. Так, давай сохранимся. Будем серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. Пока.